Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. С вами Юля. Это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Я предлагаю вам изучать русский с помощью диалога сегодня. О чем будем говорить, Юля? О том, что нас всех заменит искусственный интеллект. Да, мы будем говорить о том, заменит ли нас, людей, искусственный интеллект. И вообще попробуем поговорить на тему искусственного интеллекта. Что мы думаем, да? Мы, Юль, не профессионалы. Мы не профессионалы, мы что-то знаем, что-то используем, но, безусловно, не являемся экспертами в этой теме. Да. Вот. Хотя я являюсь экспертом. Вообще я являюсь. Экспертом во всем. Почти, но в ИИ я точно являюсь экспертом. Кстати, в русском языке вы можете услышать две версии. Можно сказать ИИ, да, ИИ, искусственный интеллект. Но некоторые говорят говорят АИ, да? АИ, как бы Artificial Intelligence, да? Да. И можете услышать AI, да, разные произношения. ИИ, АИ, AI. Ну, AI, наверное, AI, да. Простите, да. ИИ, АИ, AI. Все, зафиксировали. Вот здесь вы видите все три варианта произношения. Так вот, Юля, скажи, пожалуйста, ты используешь искусственный интеллект как-то в своей работе? Да, безусловно. Мне кажется, последние года полтора я активно использую инструменты, которые можно найти в сфере искусственного интеллекта для своей работы. Например, если мне нужно составить какой-то список вопросов для исследования, я могу дать какие-то вводные данные, кого мы исследуем, для чего мы исследуем, какая у меня цель. И я прошу искусственный интеллект, ChatGPT, написать какие-то варианты вопросов. Безусловно, я не копирую их и не забираю в том виде, в котором он их дает, но зачастую он может натолкнуть на какую-то идею или помочь с какой-то формулировкой. Поэтому, да, для работы с текстами, для работы с вопросами я использую ChatGPT. Вопросы для обучения, да? Для обучения или, например, для исследования, например, мы проектируем обучение, и нам нужно провести исследование, чтобы выяснить, какие сложности есть у этой группы обучения, да, какие, не знаю, что их беспокоит, что они хотят выучить, условно. Их, это студентов. Студентов, да, которых мы планируем учить. Так. И для этого можно попросить написать вопросы ChatGPT. Ясно. Интересно. А ты используешь? Безусловно, я уже рассказывал. Вообще у меня был подкаст. Здесь будет ссылочка на подкаст, где я говорил про ChatGPT как инструмент для изучения русского языка. Послушайте этот подкаст, очень интересно. Очень интересный подкаст, да, вот. И я не буду сейчас говорить про это, но в моей работе учителя, блогера, он мне помогает, например, много как. Во-первых, однажды он мне помог написать код для веб-сайта. Круто. Потом иногда ИИ помогает мне генерировать изображения. И иногда ИИ помогает мне переводить какие-то фразы. Например, вы знаете, что сложно бывает узнать перевод какого-то сленга или какой-то идиомы. И Google Translate, например, или другие переводчики не всегда дадут адекватный ответ. Да. А ChatGPT, скорее всего, даст тебе очень хороший ответ. Ну и на самом деле вообще в работе, вот в membership-программе в нашей, друзья, в нашей membership-программе, а там есть транскрипции для подкастов, для видео, дополнительные материалы, я
использую ее иногда для перевода с русского на английский и даже для сочинения короткой истории. Как бы не всегда, но у меня был такой опыт. Пришлось многое переделывать, но какую-то общую канву короткой истории мне помогал делать чат GPT. То есть у тебя чат GPT стал писателем? Да, и это интересный вопрос, кстати, насчет писателей. Я помню, я смотрел одного блогера, мы с тобой даже вместе смотрели. Да. Он прикольный чувак, мне он нравится, он классный. Но он высказал мысль, с которой я не согласен. Помнишь, что за мысль? Мысль о том, что с появлением ИИ в жизни людей теперь каждый может быть художником, писателем, кем еще? Музыкантом. Да, то есть идея в том, что раньше тебе нужно было учиться долго, чтобы стать художником, а сейчас ты попросил ИИ нарисовать картинку, и вот ты нарисовал что-то как будто сам. Юль, что ты думаешь по этому поводу? Ну, я не согласна с этим тезисом, с тем, что появление ИИ, которое может генерить картинки, генерить какие-то тексты, да, или там писать музыку, это делает автоматически тебя писателем, если ты через ИИ сделал какую-то картинку. Да. Это просто инструмент. Да, как, не знаю, появление ручки, появление бумаги, появление печатной машинки, да. Печатного станка, печатный станок, компьютера. Да. Конечно, это инструмент, и, во-первых, он инструмент несовершенный, ему ты не можешь создать какой-то там текст полностью адекватный тому, что может написать писатель, да? Тебе все равно нужно будет его править, и для этого тебе требуются твои навыки, твое умение чувствовать этот текст, понимание, как он должен выглядеть. И потом, если мы говорим про творчество, про художников, про писателей, мы не можем говорить о том, что ИИ способен выполнять их задачи, да, заниматься их творчеством. Как раз отличие человека от ИИ в том числе в том, что человек способен на креативность, на создание чего-то нового, в то время как ИИ оперирует огромным масштабом данных, но эти данные, они уже, они существуют, ты не можешь ИИ попросить создать чего-то, что он вообще никак не знает. Но, да, в работе редактора, может быть, там, в работе человека, который там пишет тексты или подбирает какую-то картинку, ты можешь сделать это, но, опять-таки, эта картинка, возможно, получится не очень хорошей, и тебе, как дизайнеру, как художнику, кому-то, иллюстратору, нужно будет ее поправить. Хорошо. Если в двух словах то, что ты сейчас сказала, подытожить, можешь? В двух словах, наличие искусственного интеллекта, который рисует у тебя картинки, не делает тебя художником. Да. Замечательно. То есть тезис такой, что наше мнение, я с Юлей согласен, что ИИ и текст, который ты написал с помощью ИИ, очень сложно, да, произносить. И неудобно, поэтому АИ как-то... Да, АИ, я думаю, что АИ произношение в России, наверное, вытеснит ИИ и уж тем более AI, потому что AI — это вообще AI, да, как дифтонги больше такие, да. AI, да. А тут как бы АИ, все. Окей, да, вопрос такой, значит, да, я с тобой согласен, что ты не писатель, ну и ИИ или АИ не сделает тебя писателем. Но может ли АИ уничтожить людей, уничтожить профессии? И вообще вопрос так, может ли АИ оставить людей без работы? Более даже радикально. Оставит ли АИ людей без работы, Юля? Мне кажется, что вот как раз со времен изобретения Гутенбергом печатного станка примерно с этой эпохи каждое революционное изобретение воспринимается как: о боже, это оставят сейчас людей без работы, люди будут не нужны, люди деградируют. По факту история такого еще не знает.
То есть, что человечеству приходится делать? В смысле, история чего не знает? История не знает того, чтобы какое-то изобретение вытеснило людей, оставило их без работы, да, и все начало делать за них. Да, я вспоминаю конвейер Генри Форда, он заменил людей. Ну, он заменил. Заменил людей, но оставил он людей без работы? Нет. Нет, потому что... Потому что для обеспечения деятельности конвейера тоже нужны люди. Да, то есть люди просто перестали работать на конвейере Форда, они, там меньше людей, да, нужно стало, и люди просто стали, не знаю, менеджерами конвейера, менеджерами машин, да, и так далее. Мне кажется, если говорить про какие-то отдельные профессии, возможно, в перспективе десятилетий где-то они будут вытеснены. То, что можно автоматизировать. Например, какие, ты думаешь, профессии в ближайшие 5-10 лет исчезнут? Да сложно так сказать. Можно сказать, типа, вот переводчиков вытеснят, потому что будут переводить, какие-то ишные Вряд ли скоро. Но вряд ли, потому что очень сложно передать все оттенки, да? Культурные, межкультурная коммуникация. Да. То есть, действительно, мы можем сейчас перевести на любой язык, но это даже близко не то, как переведет переводчик, человек, владеющий этим языком. Ну да, и переводчик не только переводит, да, он все-таки, он погружается в контекст, он знает, когда нужно пожать руку, когда нужно поклониться, когда нужно... то есть это целая история, мне кажется. Или вот редактор. Да? Да. Можно ли сказать, что тексты может редактировать искусственный интеллект? Да, в какой-то степени может. Но может ли этот искусственный интеллект делать это без руководства человека, который владеет этими навыками сам? Не факт. Скорее, я вижу так, что зачастую искусственный интеллект, тот же ChatGPT, он становится инструментом, который ты можешь использовать, как когда-то компьютер стал таким инструментом. То есть ты не считаешь, что развитие искусственного интеллекта будет отбирать у людей работу? Нет, я так не думаю. Я на самом деле тоже так не думаю, потому что ты правильно сказала, что мы с тобой говорили об этом, да, что прошлое изобретение нет такого, что мне бы хотелось, чтобы технологии помогали нам работать меньше. И вроде как в некоторых странах люди действительно работают меньше. 100 лет назад никто не говорил про 4 рабочих дня в неделю. Да. А сейчас есть люди, которые работают 4 дня в неделю. Но это в некоторых странах. Конечно. Вот. Поэтому да, наверное, технологии помогают, но они не лишают людей работы. Мне кажется, что они могут лишить работы тех людей, которые не будут готовы использовать эти технологии. Потому что даже сейчас уже, вот, например, я занимаюсь методист, я методист, пишу образовательные программы. И даже в вакансиях методиста сейчас часто есть требования умения работать с чатом GPT и другими, нейросетями. То есть от тебя ожидают, что ты умеешь пользоваться этим инструментом, как когда-то просили умение пользоваться Excel, Word, какие-то программы, которые сейчас уже даже в меньшей степени применяются, много кто работает с какими-то облачными технологиями сейчас. То есть, если ты будешь отказываться от этого, как будто бы действительно ты можешь уменьшить свои шансы на то, чтобы остаться в профессии. Потому что профессия будет трансформироваться. Многие профессии будут трансформироваться. Окей, то есть давай я подведу итог тогда того, что ты сказала сейчас. Насколько я тебя понял, угрозы безработицы благодаря ИИ
не будет. Но некоторые профессии, может быть, многие профессии будут меняться. И те люди, которые научатся работать с искусственным интеллектом, у них будет преимущество. Те, кто не захотят работать с искусственным интеллектом, у них не будет преимущества, им будет тяжело. Верно? Ну, мое мнение, что да. Мнение. Это теория, через 10 лет они все остались без работы, и вместо Макса тут сидит робот, который учит русскому. Или у всех есть какой-нибудь чип, который позволяет переводить на любой язык, и тебе больше не нужно учить язык. Окей, ладно. Ну, по крайней мере, мы думаем так. Мы думаем так. Друзья, а что думаете вы? Что думаете вы? Заменит искусственный интеллект людей? Люди будут не нужны? Профессии будут не нужны? Что вы об этом думаете? Учителя русского заменят. Есть ли у вас страх? Вот, мне кажется, у многих реально есть страх. И всегда, когда что-то новое появляется, есть страх, потому что непонятно, а что это новое изобретение, что оно сделает, ну, как конечно. оно будет работать. Потому что у нас нет опыта взаимодействия, и мы не понимаем, к чему это все может привести, потому что мы не можем представить то, чего еще не существовало. Да, верно. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях то, что вы думаете, и до встречи в следующем видео. До встречи. Ну, а мы с вами прощаемся и до новых встреч.